Так, всем привет! Сегодня у нас такая коробочка от Трампетера. Необычная прежде всего тем, что на боксарте изображено своим прототип одной машинки, собственно, которая называется Шведен STRV 103C MBT. Ну, что можно перевести как шведский. STRV — это аббревиатура от шведского, которую можно примерно перевести как шведский танк, так что получается, наверное, тавтология шведский танк, 103C, Main Battle Tank, то есть основной боевой танк. Соответственно, коробка, ну, наверное, многим известная, довольно старый набор от Трампетера, но, в принципе, он все равно примечательный, интересный и своим, прежде всего, прототипом, так что этим, собственно, основным шведским боевым танком, который в Швеции был в ходу за собственной шведской разработки, конструкторская мысль, так сказать. С 60-х по 90-е годы он в Швеции активно использовался. Ну и, собственно, кроме как Трампетер, по-моему, особо никто в модельной форме, собственно, эту машину не выпускает, так что, по-моему, выбора-то особого нет, если вот хочется что-то такое забавное купить. Так, если по самому прототипу, он, в принципе, наверное, достаточно известен, если кто хоть немножко танчиками интересовался, я думаю, очень нет смысла прям долго рассказывать, так что кто хочет, он, в принципе, наверное, всегда может кучу информации почитать по эту машину, то есть она полностью шведская, конструкторские решения оттуда, соответственно, закладывалась туда мысль о засадных, так сказать, формах ведения боя с превосходящими силами, бронетанковыми силами противника, прежде всего Советский Союз, то есть это разгар холодной войны, разработка 60-е годы, закладывалась мысль, что машина должна укрываться где-то за складками местности, должна бы иметь очень низкий профиль, соответственно, наносить удары по бронетанковой технике вероятного противника. Собственно, компоновка была совершенно выбрана не классическая, скажем так, совершенно необычная, поэтому до сих пор, собственно, ходят споры, несмотря на машину, официально как бы она названа танком, но до сих пор как бы ее все некоторые стараются назвать САУ, истребителем танков, потому что, собственно, в отличие от классической компоновки, никакой поворотной башни крытой здесь нет. То есть, по факту, здесь примерно то, что мы можем обычно на САУ, истребителях танков, например, Вторую мировую войну видеть. То есть, орудие, причем тут оно жестко закреплено, оно даже не имеет подвижности никакой ни в вертикальной, ни в горизонтальной плоскости, никакой башни и так далее. Ну, собственно, вот такое шведы задумали. Там еще, если по мелочи, да, потому что ну, невозможно не сказать, да, основное, что очень интересная компоновка танка, у него 3 члена экипажа, которые располагаются внутри, собственно, корпуса, никакой башни. При этом, по факту, водитель, как ни странно, является, можно сказать, одновременно и стрелком, потому что, по факту, наведение орудия может осуществляться непосредственно либо поворотами танка, либо, соответственно, его гидравлической вот этой подвеской. Подвеска немножко реализована по типу того, что можно, наверное, увидеть на БМД наших российских, можно увидеть еще на некоторых танках, то есть подвеска, она умеет гибко регулироваться очень, то есть, например, танк может приседать наперед, может приседать назад, соответственно, тем самым осуществляется наведение орудия, то есть, например, танк, в принципе, теоретически может выехать, так сказать, передом на какой-то холм, пригнуться, тем самым практически до нуля видимый свой профиль снизить, а при этом у него будет прямая линия огня. Ну, минусы этого тоже были. Соответственно, управлял по факту наведения, как ни странно, водитель. При этом командир танка тоже имел, собственно, управление танком. Соответственно, он мог перехватывать у водителя управление и, соответственно, тоже вести машину. И был третий член экипажа, радист, который располагался по факту позади стрелка, водителя и командира и смотрел по факту, находясь назад, и у него тоже был доступ к управлению танком, то есть фактически радист, точнее говоря, тоже мог управлять танком как водитель и, например, вести машину в обратном направлении, то есть задним ходом. Задний ход был у машины практически такой же быстрый, как и передний. Соответственно, из таких вот решений проистекает на то, что, в принципе, полноценное управление данной машиной, как огнем, так и движением, мог вообще, в принципе, осуществлять один член экипажа, например, командир. То есть он, в принципе, мог вообще один управлять. Ну, как бы минусы тоже были, потому что отсутствие поворотного башни, то есть неподвижности орудия, это все время надо как-то доводиться танком, соответственно,
при каких-то боковых, каких-то фланговых обходах очень долго и тяжелую машину разворачивать, чтобы нанести, да, это что облегчает противнику удар в менее защищенные части. Ну, тем не менее, конечно, вот благодаря таким совершенно каким-то необычным решениям, ну, как бы во многом машина уникальна до сих пор. Хотя Швеция, несмотря на это, где-то уже к 2000 годам отказалась, в принципе, от этого танка на вооружении и перешла, насколько я помню, по-моему, то ли на леопарды, то ли на английские танки, уже точно сейчас не помню. Ну ладно. О самом наборе, соответственно, достаточно старый до Трампетера, по-моему, начало 2000-х годов, что-то типа 2002. А перевыпуск вот этот конкретно он уже был позже, что-то там типа 17-й. Конкретно это 103 модификация танка. Это уже не первая, а вторая, по-моему, большая модификация. 103, значит, обозначает калибр орудия примерно. А Си модификация — это модификация танка производства с 80-х годов. Там уже много что было проапгрейжено, там двигатель, электроника, система наведения и так далее. И, значит, что сказать можно еще? Ну, давайте к набору, собственно, коробка. На боковиках у нас проекция танка, вот вы, собственно, видите, насколько он необычно выглядит. Боковые, кстати, вот эта противокумулятивная защита была тоже в версии Си доработана. Дана, собственно, историческая справка, где много чего сказано про то, что я не сказал, там про двигатели и так далее, про орудие. На другом боковике то же самое, только больше проекций и уже на китайском. Значит, на остальных боковиках в принципе ничего нет. Ну, вот такой не совсем старый Трампетер, ну, так сказать, пластик очень старый, коробка уже чуть новее. Так что, в принципе, что-то какого-то волшебного от этой коробки ждать нельзя. В основном, действительно, если ее брать сейчас, то именно из-за прототипа. Что внутри, значит? Пластик, соответственно, ванна вверх корпуса, литников немного. Но все они в отдельных пакетиках, в принципе, как у Трампетера обычно заведено. Помимо этого, значит, виниловые всего лишь гусеницы у нас. В 2 куска, собственно, на каждую сторону. Книжечка инструкций стандартная, достаточно для Трампетера. И все, в принципе, что нам дают, это декали в отдельном пакетике. То есть все, никаких допов, никакой обычной, в принципе, для современного Трампетера хотя бы минимальное травление, тросиков или там каких-то шаек полимерных, ничего этого нет, поэтому, в принципе, можно особо не задерживаться. Вообще, по ощущениям, вот тех лет начала 2000-х Трампетер, он по ощущениям как-то немножко, знаете, вызывает ностальгические воспоминания по старой звезде, может быть, тех лет, вот чем-то похоже, да, даже цвет пластика, по-моему, немножко такой же, такое все простенькое, примитивненькое, никаких допов в коробочке, все только нужное, все только самое необходимое. Ну и, собственно, по пластику ванна, в одну деталь дана, очень такая лысенькая, днище, я так понимаю, ну вообще минимально детализировано, не знаю, было ли там что-то у реальной машины или нет. Собственно, боковики тоже очень достаточно по рельефу такие, скажем так, достаточно куцые и бедненькие. Ну, прям все очень ровненькое такое. Но, в принципе, зато отлито оно не криво, не поведено, не изогнулось. Ну и собирать будет довольно просто, в принципе. Помимо этого, это была ванна. Ну, тут я немножко отошел от привычной схемы. Давайте глянем бумаги. Так, достаточно большая для такой, оказалось, слабого количества деталей книжечка, где, как у Трампетера, как заведено в самой инструкции, нет исторической справки, но надо только на коробке. Здесь присутствуют цвета у нас прямо вот здесь. При этом в те годы Трампетер, я так понимаю, не утруждал себя указанием на какого производителя красок он дает, то есть цвета просто написаны, названия, да, то есть серебро, там какой-то морской синий, сталь, черный и так далее. Ну, может быть, можно утомить, что-то по соответствию назвать, не знаю, чем они руководствовались. Значит, пиктограммы, раскладка литников. В принципе, все показано, все, что у нас в наборе есть. Нет, полимерные шайбы у нас все-таки есть, да, это, пожалуй, единственный доп, который, так сказать, набор этот приподнимает немножко над звездой. Это вот звезда до полимерных шайб как-то еще, так сказать, не доразвилась. Значит, что дальше сборка сразу начинается. Вот у нас сходу показывают, как сплавлять
виниловые гусеницы, нагретыми там отвертками или прочими металлическими предметами. Дальше ходовая начинается, сразу собираются тут звездочки, катки. Потом к ванне, собственно, детали ходовой, поддерживающие ролики тут крепятся. Ну, в общем, деталек очень мало. Зато, в принципе, каждая стадия не просто номер имеет, а, например, написано, что это такое. Да? И также мы видим, что кое-где буквально текстом подписано, каким цветом, например, подкрасить бандажи катков и так далее. Значит, ну и некоторые детали, как я уже говорил, вот в принципе достаточно познавательно, например, поддерживающие катки, да, тебе пишут, как это правильно называется, это довольно весело. Значит, потом балансиры, тут достаточно интересная схема, конечно, у шведов тоже такие попарно балансиры так расположены, всего 4, так сдвинуты интересных друг к другу. Ну, собственно, у нас ходовая тут завершается. Катков всего, катков, реально, сколько, 4 штучки, да, получается, на каждую сторону, совсем смешно. Ну, и машинка небольшая. Это задняя броневая плита, вот у нас кормовая. Ну, собственно, и накидываются у нас виниловые гусянки. Ну что по виниловым гусянкам, раз у нас они везде, тут понятно, что это, конечно, огромный минус по сегодняшним временам, но с другой стороны, машинка развитыми боковыми юбками и противокумулятивной защитой обладает, которая, в принципе, весь верх, большую часть и половину, наверное, всех видимой части гусениц скрывает, особенно ту, самую тонкую часть, которая у нас, собственно, парависом обычно обладает, и вот которая как раз обычно при чисто виниловых гуслях проблемы вызывает, если она видна. Но в данном случае она видна совершенно не будет, собственно, если эти все экраны и юбки оставить на местах. Соответственно, я думаю, если в принципе, не заморачиваться, вполне и виниловые гусли могут сгодиться. Так, значит, кое-что у нас, судя по всему, тут придется дырявить, вот написано. Это, видимо, какие-то... То, что, наверное, именно к этой модификации, может быть, против самой ранней поменялось. Тут даже что-то срезать надо, по-моему, по люку водителя. Ну, тут вот, конечно, интересно, потому что довольно заметный кусок нарисовано срезать. Я уж не знаю, он тут еще как-то изогнут, интересно. Я вот даже не представляю, как это может срезать аккуратно. Посмотрим на самом пластике. Ну и что-то в люке, по-моему, какие-то дырки надо сделать. Ну, вот так вот. Так, дальше у нас верхняя полностью в одну деталь верхняя часть корпуса. Начинается на нее всякий шанец, мелочевка, запасные траки накидываться. Опять цвета у нас кое-какие показаны. Сложная схема люка достаточно интересная. Тут прямо я даже не сразу понял, что... Точнее говоря, я даже до сих пор не понял, что, собственно, тут творится с люком экипажа, потому что на люке экипажа у нас, я вот не знаю, это что, какая-то активная защита, или они что-то хранят на этом люке. Вот что это за набор баклажек такой к люку приделан? Ну, достаточно интересно. Но я так понимаю, из-за своей хитрой формы, судя по всему, люк, наверное... открытым, наверное, не получится сделать. Ну, не знаю, может и получится, но не совсем понятно, уж больно у него сложная форма. Хотя вот написано, что двигается. Наверное, все-таки теоретически можно его сделать подвижным, да, наверное. Подвижность сохранена, этот причудливый механизм. Дальше идут, я так понимаю, прицелы. Прозрачного, да, из приколов прозрачного пластика, кстати говоря, нам не расщедрился Трампетер в этом наборе. Причем он не то чтобы даже отсутствует прозрачный, даже, собственно, пленочная имитация осветительных, не осветительных, а приборов наблюдения отсутствует. То есть полностью все только лаком, краской, там уж как повезет. Значит, пулемет у нас тут идет. Дальше опять что-то у нас по приборам наблюдения, по люкам. То есть перископов, в принципе, достаточно много на танке. Но все это придется имитировать самому, так сказать, из подручных каких-то средств. Либо краской, либо какими-то пленками и так далее. Дымовые гранатометы тут, еще детали люка, в принципе, очень богатая эта самая деталировка люков, так как, видимо, приборов наблюдения было много как у стрелка-водителя, так и командира. Ствол мы видим, собственно, 2 детали, тоже ничего, собственно, для такого примитивного набора тут нового нет. Буришовчик, конечно, либо там что-то искать, какой-то автомаркет. Собственно, вот у нас жесткое крепление корпуса, то есть это не какое-то транспортное положение ствола, именно такое, собственно, рабочее положение орудия есть. То есть оно не умеет само по себе никакой подвижности.
Какие-то, собственно, у нас тут патрубки чего-то к чему-то. Я даже не совсем могу понять, где-то над движком, что ли, это происходит у нас. Что тут срезается. А, это выхлоп какой-то хитрый у нас, да, вот написано. Что-то срезается лишнее, опять мелочевка на корпусе какой-то достаточно много. Какие-то сложные места даны отдельными маленькими схемками. Значит, еще мелочевка. Тут люк устанавливается, я так понимаю. Какой-то из них водитель, какой-то командир, скорее всего, наверное, вот это, скорее всего, командирский, скорее всего, вот это, наверное, водительский люк. Еще какая-то мелочь. Опять что-то надо пропиливать. Ну, вот, конечно, в отличие от звезды, там, да, которая довольно редко нас, так в кавычках, балует сверлением в своих инструкциях, то Трампетер этого абсолютно не стесняется. Довольно много чего надо сверлить. Ну и вот опять продолжается мелочев, какие-то воздухозабор или что такое. Тут у нас шанец, защита фар, светительных приборов и так далее. И только где-то ближе к концу у нас, соответственно, орудие непосредственно устанавливается на корпус, еще там какие-то серьги, мелочевка, все. Никакого, повторяю, вставления в наборе нет, все исключительно пластиком. И в самом финале они предлагают у нас полностью собранную, соответственно, верхнюю часть стыковать с полностью собранной ванной. Ну, тоже как бы так на любителя, как бы, в принципе, форма несложная, вроде как ванной и верхней части теоретически должна не стыковаться, даже если что-то, может быть, будет сходу там не совсем ровно сходиться, то, в принципе, какими-то небольшими усилиями можно все это на клей посадить, соответственно, присохнет, приплавится и так далее. Ну, так что не думаю, что, в принципе, даже собранная верхняя часть вызовет какие-то проблемы при сборке. Но можно теоретически сначала, наверное, аккуратненько посмотреть, что можно не собирать на верхней части, состыковать, соответственно, получить коробку, а потом ее детализировать. Но тут надо внимательно быть, так чтобы не оказалось, что где-то надо изнутри подлезать, а мы уже все склеили. Так что, ну, я лично, наверное, склоняюсь к тому, что буду делать по инструкции, чтобы не парить себе мозги вот этими вопросами. Так, ну и какая-то дополнительная тут у нас деталировка появляется. Даже не сходу не пойму, подписано, но я что-то не догоняю, что это такое. Какие-то там дополнительные корзины кормовые, я так понимаю. Ну тут, собственно, довольно много всего интересного. То есть, вот эти, собственно, это элементы, я так понимаю, кормовые какие-то там дополнительные ящики с барахлишком. Это, я так понимаю, Нет, это вроде как похоже... Какие-то брекеты, я даже не совсем понимаю, что это такое. Но похоже это... Я вот даже сходу не могу понять. Это какая-то часть бронировки какой-то дополнительной или какие-то дополнительные противокумулятивная защита. Вот сходу даже не врублюсь, что это такое. Антенну нам предлагают тянуть из-за литника. Ну, собственно, вот у нас подвесы для противокумулятивных экранов, юбки вот эти ставятся, вот они сюда у нас приклеиваются. Собственно, они должны, так по сути, такую достаточно ярко выраженную юбку образовать. Вот если посмотреть на боксарте, да, скажем так, с держателями сверху. Но если подумать, что, в принципе, конечно, какое-то пространство тут есть, которое может быть виден вверх гусеницы, но я, в принципе, думаю, что если что-то там и будет заметно, то очень мизерно. В конце концов, не должно это нам с видимым отсутствующим провисом виниловой гусеницы создать какие-то проблемы, я надеюсь, все там перекроется. Господи, я, кажется, ну да, хотя нет, это бульдозерный отвал. Это бульдозерный... я понял, что это такое. Это бульдозерный отвал для самоокапывания. Да. Вот эта штука здесь собирается, а вот здесь она устанавливается. Не очень понятно сказано, то есть подсборка здесь, да, здесь говорят отвал, да. Почему просто не написать, что это 19-я подсборка, да, вот. Сидишь чисто по виду, догадывайся. Ну, судя по всему, можно этот, собственно, как опционально этот отвал и отогнуть, так сказать, в рабочее положение для самоокапывания. Ну, есть кое-какие опции, вот я смотрю, по осветительным приборам.
Какие-то тут, значит, патрубки выхлопа сзади устанавливаются под защитами. Опять же, тут на правой стороне держатели для вот этих, собственно, ну, скажем так, противокумулятивных экранов сложной формы. Они здесь накидываются. Интересный такой болтающийся хобот выхлопа. У нас какие-то серьги тут появляются. Вот задние. Так, собственно, хобот у нас появляется. Потом куда вот он резко исчезает, не совсем понятно. Он же не опциональный, этот хобот. Вроде бы нет. Странно, что здесь вроде как он какой-то болтающийся сзади, а здесь он уже то ли ошибка в инструкции, то ли что. Не совсем понимаю, какой этот хобот исчез, и зачем он вообще здесь висел. Ну да ладно. Значит, те самые задние корзины вот эти для скарба. Дополнительные элементы, ну, сложно сказать, чего именно. То ли дополнительная бронировка, то ли что-то такое. Ставится на бока машины, серьги проушены вот эти для буксировки. Ну, вот здесь, да, видимо, что хобот вроде все-таки должен у нас вот здесь быть. Видимо, здесь его не рисовали, наверное, просто чтобы было видно. Значит, ну и, собственно, в самом конце мы видим схему окраски, конечно же, черно-белую. Так, окраска у нас пятнами камуфляж, то есть никакого, слава богу, пикселя у нас тут нету. Даны цвета здесь, в принципе, достаточно условно все это видно. То есть цвета, опять же, никак кроме номеров и названий не обозначены. Ну, из плюсов всего этого видно, что хотя бы камуфляж у нас дан во всех проекциях. В принципе, можно что-то разобрать. Вот так внезапно долго у нас затянулась эта инструкция. Давайте смотреть пластик. Ванну я уже, собственно, показывал. Все с ней нормально. В принципе, понятно, более-менее хорошо понятно и видно. Давайте посмотрим крупные детали еще. Так. Собственно, у нас крупные детали корпуса. Тут пакет-то параметра мощный. Так. Корпус, значит, в одну деталь, верхняя часть. То есть, в принципе, очень круто, да, весь корпус буквально собирается у нас из двух деталей. Деталировки, в принципе, ну, мне кажется, что достаточно все прикольно детализировано. То есть, оно, конечно, по сегодняшним временам довольно-таки примитивно, потому что все это ранний Трамп, но в принципе выглядит чисто на непредвзятый взгляд человека, который этот шведский танк никогда в глаза все равно не видел и не увидит, выглядит нормально. Собственно, все люки оставлены, видимо, теоретически можно открывать, хотя даже никакого минимального интерьера у нас нету. Так, у нас какие-то сопли клея тут на орудии, ну да ладно. Поэтому, в принципе, ну, как понятно, толкатели все внутри. И, соответственно, на этом жилетнике у нас две детали ствола. Собственно, с кожухом. Ну, что поделать, две половины, куда денешься, как говорится. Крупные детали задняя, кормовая броневая эта панель. Корзины, я так понимаю, нет, это не корзина, это, по-моему, забор или что-то такое, какие-то крышки. Ну, еще там немножко по мелочевке всяческой. Пулеметы там какие-то, понятное дело, пулемет, стволы ничего не высверлено, это все самому придется. Ну, еще немножко мелких деталей. Так, что дальше? Значит, детали, собственно, ходовой части. Два пакетика. Они раскинуты у нас на две. Дублирующих слитников, насколько я понимаю, в наборе нет. В ходовую часть также вставлены еще, собственно, полимерные шайбы для того, чтобы, собственно, сохранять подвижность колес, возможность снимать колеса во время окраски и так далее. Это приятно, хоть что-то такое в наборе есть. В спартанской комплектации, соответственно, катки вот у нас внутренние, я так понимаю, из двух, по-моему, половин они состоят. Я особо уже, честно говоря, даже забыл обратить внимание, но вроде как да. Балансиры там, ленивцы, звездочки здесь нет. Шанец, такие довольно примитивно сделанные лопатки, ну их только внутренней частью. Точнее, внутренней, так сказать, задней части наружу только клеить, я надеюсь. Топоры, тут что-то еще по мелочи, какие-то патрубки
какие-то еще мелкие детали ходовой. Ну, в принципе, отлито, вот если так сказать, несмотря на то, что, я так понимаю, пресс-формам, ну, 20 лет минимум точно, но, в принципе, все где-то есть, конечно, вот видно на бандажах, какие-то небольшие, выглядят как какие-то потертости, дефекты, но, в принципе, если это, конечно, не так задумано, даже если это такое что-то на бандажах и будет, то, в принципе, это не вызовет, я думаю, каких-то вопросов, потому что, ну, теоретически бандажи могут быть там какие-то немножко потертые, почему бы и нет. Под краской, я думаю, особо это чуть в глаза не бросится. Значит, что? Огрехов явных нет, ни проливов, каких-то утяжен, облоя, ничего нет. Значит, что дальше? Еще деталь по ходовой, и не только части. Тут у нас от ходовой конечно, после такомовских пакетов, как-то, знаете, уже не хочется, так сказать, отвыкать от хорошего, да, расклеивать, заклеивать. Тут на полиэтилен этот жесткий режь. Значит, тут звездочки у нас, я так понимаю, корзинки для, хотел сказать, для мусора, но корзинки, судя по всему, с дополнительным каким-то скарбом на корму. Детали, собственно, вот этой противокумулятивной защиты бортов танка. Люки тут частично, собственно, защита орудия, соответственно, где на корпус крепятся запасные звенья запасных траков в пластике. Ну, еще какая-то мелочевка, опять же, ну, типа... Ну, по-трампетеровски отлито, в принципе, уровень трампетера, как бы видно, что деталировка такая себе, ну, средненькая очень, но, в принципе, хотя бы отлито без огрехов. Так, и что, я так понимаю, буквально последний у нас литник остается по пластику. В котором у нас в основном сосредоточилась всяческая мелочевка. Соответственно, здесь какие-то серьги всяческие, проушины, крепления, ручки и так далее, мелочь. Детали, насколько я помню, это сбоку у нас все это крепится. Я, кстати, честно, так и не понял, что это за деталировка там на бортах. Не банник же это такой, ну это что-то такое, не знаю. Вроде как с одной стороны на торсионы издалека похоже, когда я смотрел первый раз, но с другой стороны нет вроде никаких торсионов в конструкции ходовой нет, так что это в принципе не очень понятно, что это такое, но много таких деталей, похожих на какие-то длинные дубины. Куда-то все это, по-моему, на борт крепится, самому стало даже интересно, но, кстати, в этом плане трампетер нам пояснений не дал. Написано, что сборка частей. Что за частей, ну, не знаю. Вот какие-то такие палки у нас в штабелях на борта крепятся. Это уж, наверное, узнает, кто прям заинтересуется конструкцией STRV. Собственно, вот этот самый патрубок выхлопа большой из 2,5, тоже будет шов, ну как бы никакого еще, да, тут у нас никакого у нас, так сказать, многоразъемности в литье еще не было изобретено трампетером, если оно вообще им было изобретено, ну и всяческие там дополнительные боковые какая-то деталировка. Тут, судя по всему, и перископы, и, возможно, осветительные какие-то приборы, все прям в пластике отлито в глухом. Ну и, собственно, как бы опять же по качеству литья, ну, кое-где видно что-то типа, может быть, еле заметного то ли облоя, то ли смещений такого. Например, вот на этих, собственно, длинных деталях, если сильно приглядываться, вот здесь что-то такое видно. Но, как бы, если учесть год пресс-форм, то, в принципе, производителя, то, в принципе, еще все вполне терпимо. Ну и самая финалочка, что буквально декали. Кстати говоря, по декалям, что... Кстати, да, вот все-таки я там говорил, что не написано производитель краски. Написано, что краски все-таки Ганза. Ганза написано на схеме. По декалям, кстати, интересный момент. В коробке... Вот, кстати, не уверен, что это не... огрех какой-то моей комплектации, но, судя по всему, так как схема окраски черно-белая, она на последней странице инструкции, наверное, так понимаю, трампетер еще на те моменты не клал никаких цветных вкладок с окраской, как он сейчас обычно делает.
То есть, и самое смешное, что вот я сходу не понимаю, есть декаль, собственно, и ни на коробке, ни в инструкции на схеме окраски, ни на какой-либо дополнительной вкладке я, к сожалению, вообще не вижу схемы накладывания декалей. Это очень довольно-таки странно, потому что, ну, как бы декаль-то есть. Единственная наша надежда, это что-то, может быть, я где-то по сборке не увидел, может быть, там у нас как-то где-то было нарисовано. Иногда так делают, да, что декали прям предлагают, собственно, наносить в процессе сборки, но, честно говоря, вот листая инструкцию, никаких упоминаний декалей я здесь не вижу. И, соответственно, здесь только... хотя нет, извиняюсь. Очень долго прогнал и только сейчас заметил, что, собственно, цифра есть. Вот эти маленькие цифры, не сразу заметные, это, собственно, скорее всего, декали и есть, да. Нет, схема декалей тоже есть, но она такая очень условная, то есть так как очень все темно, толком непонятно, ну что-то вот видно, да, например, вот декаль вроде бы здесь у нас какая-то, да, вот что-то еще можно разглядеть вот здесь, ну вот, например, что-то разглядеть вот здесь, ну можно совсем, может, только надо уже прям с лупой сидеть. Вот здесь вообще непонятно, что имелось в виду. Ну, короче говоря, там лучше, наверное, что-то типа с готовой сборки поискать или что-то в интернете посмотреть, чтобы с декалями, так сказать, не облажаться. Ну что, по итогу получается вот такой вот старый, ну довольно известный такой заметный наборчик от Трампа, очень заметного, интересного, необычного, не классического прототипа танка. Мы посмотрели и видим, что в принципе, так как и стоит он сейчас на рынке достаточно дешево, ну, кому хочется по-настоящему забавную, необычную машинку собрать, пускай, может быть, с какой-то недостаточной детализацией, пускай наборчик очень бюджетный, никаких допов в него не положили, и многое придется, так сказать, додумывать, изобретать самому в плане, вот там, например, перископов и так далее. Но и все равно, мне кажется, в принципе, довольно прикольная машинка должна получиться.